Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня мне быстро нужен ужин, поэтому я с вами еще заодно поделюсь рецептом. Сегодня у нас ужин будет и основное, и овощное блюдо, потому что овощей у меня нет, времени в магазин бежать тоже. Поэтому будем готовить, как всегда, быстро, просто, очень вкусно и из самых обычных, доступных всем продуктов. Начинаем! У меня 2 куриных грудки общим весом 400 граммов. Нарезаю ее вот такими кубиками. С помощью кисточки растительным маслом смазываю свою форму для выпечки. Кстати, я уже включила духовку на 180 градусов. Вы тоже не забудьте включить все очень быстро. Отправляем кусочки куриной грудки сразу в форму для выпечки. По вкусу солю и добавляю перец. И теперь все перемешиваю для того, чтобы соль и специи распределились по курочке равномерно. Здесь у меня 400 грамм замороженных овощей. Это цветная капуста, молодая стручковая фасоль и зелененький горошек. Все это тоже равномерно или не очень равномерно распределяем. Овощи я тоже немного присаливаю для того, чтобы они не были пресными, и немного перчика. 150 граммов твердого сыра натираю на крупной терке. У меня сыр Эдам. Посыпаю овощи и курочку щедро сыром, который я натерла на крупной терке. 4 яйца немного присаливаю. Добавляю 250 мл молока. Молоко у меня 3% жирности. И просто перемешиваю с помощью венчика. Заливаем яично-молочной смесью курицу и овощи. И теперь ставим наш ужин, наш будущий ужин, в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут или на час. Все зависит от вашей духовки. Так что увидимся с вами через час для того, чтобы посмотреть, какая вкуснятина получилась. Просто посмотрите, какая румяная запеканка у нас получилась. Прошло чуть больше часа, она немного остыла, и она просто просится на тарелочку, так что давайте скорее отрежем кусочек. Запеканка получается очень нежная, очень сочная, так что курочка по такому рецепту не будет сухой, а будет очень сочный, и еще ужин получается сытный, с большим количеством овощей и белка. Посмотрите, какая она получилась красивая. Курочка сочная, нежнейшая, разламывается одним движением. По такому рецепту курица всегда получается сочной. Ну и вообще это просто очень вкусно и требует минимального времени. Все смешал в духовку, и через час тебя ждет вкусный ужин. Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня мы с вами приготовим целых 3 разных варианта ужина. Все будут очень-очень вкусные, конечно, простые. И еще мы с вами не будем пачкать лишней посуды. Каждый вариант ужина мы приготовим в одной сковороде, больше ничего использовать из посуды мы не будем. Начинаем готовить, все очень быстро, как всегда. Я включила самый маленький газ и отправляю столовую ложку растительного масла на сковородку. Пока масло разогревается, нарезаю лук на тонкие полукольца. Отправляем лук в разогретое масло. Пока лук золотится, я беру кусочек пекинской капусты весом 400 грамм, убираю у него кочерышку и сейчас буду нарезать. Теперь нарезаю капусту тоненькой соломкой. Отправляем капусту к луку. И, конечно, перемешиваем для того, чтобы овощи поджаривались равномерно. Пока овощи обжариваются, я нарезаю 4 яйца средним кубиком. Лук с капустой выглядит уже вот так аппетитно. Самое время поперчить и добавить яйца, которые мы нарубили кубиком. Сейчас перемешиваем и пару минуток обжарим яйца вместе с луком и капустой. Пару минут прошло, добавляю 150 грамм зеленого горошка. У меня, как вы видите, он замороженный. Конечно, еще разочек все перемешиваем. И нужна будет еще минутка для того, чтобы горошек разморозился. Немного перчу, горошек уже у нас разморозился. Солю по вкусу, мы с вами еще не солили. Добавляю 250 граммов кускуса. Воду, когда кускус, нужно добавлять 1 к 2. То есть на 250 грамм я добавляю 500 миллилитров воды. Сейчас все мы хорошенечко, аккуратно перемешаем. Следом накрываем крышкой и оставляем на 5 минут на самом медленном огне. Наш ужин номер 1 готов. Отправляем его на тарелку. Он получается нежным, рассыпчатым и очень-очень сытным. Такой ужин можно есть просто отдельно, либо по желанию вы можете использовать такое блюдо, как гарнир
к рыбке или мясу, ну или курочке. Обязательно попробуйте это вкусное, нежное, полезное и очень сытное блюдо, которое так легко и просто готовится. Приятного аппетита! Вот так быстро мы приготовили первый вариант ужина, значит сейчас будем готовить второй, тоже очень простой и вкусный. Он отлично подойдет для тех, кто очень любит гороховое пюре, но не любит то время, которое занимает приготовление горохового пюре. Давайте готовить. У меня есть вот такая красивая красная луковица. Ее-то мы и будем использовать для нашего второго рецепта. Лук нарезаю мелким кубиком. Отправляем кубики лука в разогретое масло. Одну сладкую морковку натираю на мелкой терке. Отправляем морковку к луку и перемешиваем. Один сладкий красивый перчик нарезаю сначала ломтиками, а затем мелким кубиком. Отправляем кубики перца, перемешиваем. И вот сейчас я прибавила газ до среднего, для того, чтобы овощи просто быстрее пассеровались. Вот так уже аппетитно выглядят наши овощи. Хорошенечко присаливаем. Немножечко добавляю перчика. Добавляю половину чайной ложки копченой паприки. Будет просто восхитительный аромат. Добавляю пол-литра воды. И добавляю 300 граммов красной чечевицы, которая быстро разваривается, которая используется для супов. Обязательно читайте, что производитель пишет на этикетке, для того, чтобы вам не попалась чечевица, которая готовится долго. У меня так иногда бывает. Все хорошенько перемешиваем. Накрываю крышкой и оставляю на 5-7 минут. Наша чечевица с овощами готова. Посмотрите, какая она получается нежная, сочная. Это просто восхитительнейший, нежнейший вариант ужина или гарнира. Кстати, такое блюдо подходит для тех, кто постится, либо не употребляет мясо. Напоминаю, в чечевице содержится очень много белка, ну и вообще куча всего полезного. Обязательно добавляйте в ваше меню чечевицу, ведь она помогает нам зарядиться энергией, силами, получить много белка. Ну и, конечно, приготовление с овощами добавит еще клетчатки, которая тоже очень полезна для нашего пищеварения, ну и вообще для нашего отличного самочувствия. Так что обязательно ешьте чечевицу. А мы с вами продолжаем. Сейчас будем готовить третий вариант ужина. Масло я уже отправила на сковородку, а пока лук нарезаю тоненькими колечками. Отправляем лук в разогретое масло. Лопаточкой распределяю по дну сковородки. Перчик разрезаю сначала пополам, а потом на тонкие ломтики. Отправляем наш красивый перчик к луку. Еще я добавляю 100 граммов стручковой фасоли. Она у меня тоже замороженная. И теперь все хорошенечко перемешиваем. Прошло пару минут, я огонь прибавила до среднего. Добавляем немного перчика и отправляем в сковородку грибы. У меня 400 граммов замороженных шампиньонов. Вы можете использовать любые грибы, свежие, замороженные, какие у вас есть. Либо можете даже совсем обойтись без грибов, тоже будет очень вкусно. Перемешиваем и на среднем огне ждем, пока все овощи и грибы обжарятся. Вот так аппетитно уже выглядят наши овощи. Самое время их немножечко присолить. Добавим еще немного перчика. Я добавляю 50 мл молока. Это будет наш соус. Вы по вкусу можете добавить немного томатной пасты и воды, если вам нравится томатный соус. Как всегда, все это дело вкуса. Я отправляю 400 граммов фасоли. Фасоль у меня предварительно отваренная. Вы можете использовать фасоль консервированную из банки. Все хорошенечко перемешиваем и сейчас оставим на пару минут под крышкой, для того, чтобы все вкусы и ароматы смешались. Наш ароматный, очень-очень белковый ужин готов, потому что и фасоль стручковая, и обычная фасоль, и грибы являются продуктами с достаточно высоким содержанием белка. Это значит, что после такого ужина мы будем чувствовать себя сытыми, ну и, конечно, просто получим полезный и простой в приготовлении ужин. Так как подготовка овощей не займет много времени, я сразу наливаю 2 столовые ложки растительного масла на сковороду. Пока масло разогревается на самом мелком огне, я нарезаю лук полукольцами. Вы нарезаете так, как нравится вам. Отправляю луковицу на сковороду. Она уже начнет немного золотиться у нас. Пока лучок у нас обжаривается на сковородке, мы занимаемся болгарским перцем. Я его разделываю, чтобы семечки остались в серединке. И тоже нарезаю ее не сильно крупно, не сильно мелко. Вот такие у меня кусочки получаются.
Лучок уже начал золотиться, добавляем к нему перчик, который вот так не мелко я нарубила, мне нравится именно так. Кабачок я разрезала пополам и теперь продольными кусочками нарезаю и кубиком. Кабачок я буду нарезать мелким кубиком, мне нравится именно так. Кабачок я нарубила мелким кубиком, отправляю его к луку и перчику. Сейчас я все немного перемешиваю для того, чтобы все равномерно поджарилось. Какое яркое, красивое рагу у нас с вами получится. И не только яркое, а еще очень вкусное и, конечно, полезное, благодаря огромному количеству замечательных овощей. Баклажанчик я тоже буду нарезать мелким кубиком. Мне нравится, чтобы часть овощей была покрупнее, а некоторые овощи были вот таким меленьким кубиком. Отправляем баклажанчик к нашим овощам и я перемешаю еще раз. Перемешиваю наши овощи. Сейчас они у нас еще подрумянятся, а в это время мы займемся помидоркой. Я ее буду тоже нарезать меленьким кубиком. У помидора я уже вырезала сердцевину. Теперь тоже нарезаю ее сначала полукольцами, потом нарезаю кубиками. Теперь перед добавлением томатов я еще раз все перемешиваю. Вы видите, уже и баклажаны начали поджариваться, и лучок уже становится мягким, и перчик. Я сверху добавляю помидорку, немного ее вот так разравниваю и солю. Это нужно для того, чтобы помидорка дала нам сок, и у нас получилась вкусная сочная подливка. Я сейчас не мешаю, на парочку минут накрываю крышкой, и все овощи немного у нас упарятся в томатном соке. Прошло 5 минут, вы видите, как много сока отдала помидорка. Теперь мы все обжарим сейчас на более сильном огне. Я добавляю 250 мл воды. Прибавляю сейчас газ для того, чтобы водичка закипела. Кипячу минуту, а за это время, пока водичка закипает, я присаливаю и добавляю перец по вкусу. Солю я серьезно, почему? Потому что и кабачок сладкий, и перец сладкий, и лук сейчас молодой сладкий. В общем, чтобы вкус был гармоничный, я добавляю побольше соли. Это, конечно, дело вкуса. Закипело, я добавляю немного орегано по вкусу. И следующим этапом добавляю 50 грамм кускуса. Сейчас я его вот так по всей поверхности рассыпаю. И его нужно перемешать и убавить газ. Посмотрите, какое аппетитное блюдо у нас получилось. Это можно использовать как основное блюдо, как гарнир. Благодаря сочетанию кускуса и овощей вы получите и порцию витаминов, и сытость. Вот так вкусно и красиво можно поужинать летом. И самое главное, всего 15 минут вашего времени.